Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это видео мастер-класс по вязанию вот такой вот подушки размером 35 на 35 сантиметров. Почему я на этот раз вязала не игрушку, а подушку, я говорю вот в этом Z обзоре. И читая комментарии под тем же самым обзором, хочу сказать, что по желанию, конечно, можно сделать и так, чтобы эти котики смотрели вперед. То есть хвостики пришить, соответственно, не на туловище, а сбоку. Сделать можно легкую утяжку на мордочке, глазки вышить закрытыми или же открытыми, но тоже желательно вышитыми, если подушкой будут пользоваться дети, так как они на нее будут ложиться. Мне же захотелось сделать именно вот такой вариант, чтобы это было и мило, и стильно одновременно. Итак, давайте я вам расскажу, что нам понадобится для вязания такой подушечки. Нам понадобится плюшевая пряжа двух цветов. Я буду вязать плюшевой пряжей Гималая Вельвет. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров. Основной цвет под номером 90053. Понадобится два таких моточка. Одну часть наволочки я уже связала, как я уже говорила. Размер подушечки, размер наволочки получается 35 на 35 сантиметров. И вот на одну такую часть уходит ровно один моток. Напоминаю, я вяжу достаточно плотно. Осталось вот от одного мотка совсем чуть-чуть. Это как раз хватит для того, чтобы соединить две такие части между собой. И второй цвет коричневый для вязания силуэтов котиков под номером 90037. Одного мотка будет достаточно, даже еще останется. Нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5. Крючок меньшего размера, крючок-помощничек под номером 2. Наполнитель и ножницы. Итак, давайте приступим к вязанию. Начнем наше вязание с основных частей наволочки. Для этого берем плюшевую пряжу в цвет наволочки, основной крючок и набираем 52 воздушные петли. 1, 2, 3, 51, 52. Две последние петли это у нас петли подъема. Все последующие ряды будем вязать столбиками с одним накидом. Делаем накид и теперь в обратную сторону по цепочке, начиная с третьей петли от крючка, вяжем 50 столбиков с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом. Итак, провязали всего 50 столбиков с одним накидом. В конце ряда вяжем 2 воздушные петли, 2 петли подъема и разворачиваем вязание. Далее все ряды вяжем точно так же, в каждом ряду по 50 столбиков с одним накидом. Вяжем до тех пор, пока не получится квадрат размером 35 на 35 сантиметров. При моей плотности вязания у меня получилось всего 31 ряд. В каждом ряду по 50 столбиков с одним накидом. В конце каждого ряда вяжем 2 воздушные петли и разворачиваем вязание. Вяжем 2 такие части. Посмотрите, что у меня случилось. У меня закончился моток пряжи на 27 ряду при вязании второй части наволочки. Когда вязала я первую часть наволочки, я уже говорила, у меня ушел ровно один моточек. Вот оно видно, что это цельное полотно, связано с из непрерывной нити. Я ничего здесь не подвязывала, не присоединяла нить другого мотка. У меня от одного мотка еще даже вот сколько осталось. И по качеству вот это вот более приятная, более такая шелковистая. А вот с этого мотка не хватило несколько метров пряжи, и по качеству такой более она плотная, жестковатая. Так что имейте в виду, на всякий случай запасайтесь 3 мотками, потому что вот что у меня получилось, у меня не хватило где-то на 4,5 ряда.
После того, как связано нужное количество рядов для получения квадрата размером 35 на 35 сантиметров, делаем обвязку по всему краю квадрата. Изначально я хотела не делать эту обвязку, но потом поняла, что при сшивании, при присоединении двух таких частей, это будет удобнее, когда по бокам будут столбики без накида, петли от этих столбиков. И это все-таки будет красивее смотреться. При обвязке хочу здесь обратить внимание на то, что вот здесь вот с краю есть вот эти вот столбики с одним накидом, они тут чередуются через некоторое расстояние. И как я предлагаю здесь вязать, чтобы не получались ненужные отверстия. Вот, допустим, если провязать, заводя крючок полностью за этим столбиком с одним накидом, который мы вязали, и провязать столбик без накида, то получается такая явная дырочка, явное отверстие. Вот. А для того, чтобы оно не было таким явным, отверстие все равно будет, так как тут вот расстояние между этими столбиками есть заметное. Но чтобы оно не было таким большим, это отверстие, в этих местах, в этих столбиках вязать вот так. Берем крючок меньшего размера и заводим крючок в серединку этого столбика, протягиваем рабочую нить, возвращаемся к основному крючку и основным крючком вяжем столбик без накида. Далее 2 столбика вяжем, не делая никаких лишних манипуляций. И опять мы доходим до такого места, где у нас расположен столбик с одним накидом. И здесь делаем то же самое. Заводим крючок меньшего размера в серединку этого столбика, протягиваем рабочую нить, возвращаемся к крючку основного размера и вяжем столбик без накида. И так далее вяжем до конца ряда. Не до конца ряда, а полностью делаем обвязку по всему периметру нашего вот этого вот квадрата. Обвязка сделана, и края квадрата сразу же приобрели такую аккуратную, красивую, ровную форму. Вяжем силуэт котика. Для этого берем плюшевую пряжу цвет котика, основной крючок и набираем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 10, 11. 11 петля – это у нас петля подъема. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 10 столбиков без накида. Первый столбик без накида. Далее второй и 10 столбик без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали первый ряд, следующий ряд второй, его мы вяжем также 10 столбиков без накида. Но же мы здесь вяжем полноценно за обе стеночки петель. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, третий. В начале ряда вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8 столбик без накида. В конце ряда вяжем одну прибавку и одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Итоговое количество петель в третьем ряду у нас должно получиться 12. Следующий ряд, четвертый, его мы вяжем без изменения, 12 столбиков без накида. В конце ряда вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, пятый. В начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. В
В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 14. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд шестой. Его мы вяжем без изменения. 14 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд. Седьмой. В начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 12. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 16. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. С 8 ряда по 14 включительно. Провязали следующий ряд 15. В начале ряда вяжем одну убавку. Убавку вяжем за обе стенки петель. То есть заводим крючок в первую петлю, протягиваем рабочую нить. Заводим крючок во вторую петлю, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 12. В конце ряда вяжем также одну убавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 14. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 16. Этот ряд мы вяжем без изменения. 14 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 17. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. В конце ряда вяжем одну убавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 18. Этот ряд вяжем без изменения. 12 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 19. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. В конце ряда вяжем одну убавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 10. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 20. Этот ряд мы вяжем без изменения. 10 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 21. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В конце ряда вяжем одну убавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 8. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 22. Его мы вяжем без изменения. 8 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 23. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида. Далее вяжем одну прибавку. И так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 24.
В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 2 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали. Следующий ряд 25. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем 1 прибавку. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 20. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 8 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И так вяжем с 26 ряда по 33 включительно. Провязали. Следующий ряд 34. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 убавка. Провязываем 2 петли вместе за обе стеночки петель. И такую комбинацию вяжем до конца ряда. 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 16. Провязали. Следующий ряд 35. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 36. Этот ряд вяжем без изменения. 12 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Далее вывяжем ушки. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Далее в начале ряда вяжем 1 убавку. Далее вяжем 1 столбик без накида. И в конце этого ряда вяжем 1 убавку. Итоговое количество петель у нас должно получиться 3. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Вяжем 1 убавку. Далее вяжем 1 столбик без накида. В этом ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 2. Разворачиваем вязание и вяжем 1 убавку. Провязали. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И теперь с этой стороны мы вывяжем точно по такой же схеме второе ушко. Это у нас лицевая сторона. От этого ушка отступаем 2 петли, 1, 2. И вот в третью петлю мы присоединим рабочую нить соединительной петлей. Присоединили. И в ту же петлю вяжем первый столбик без накида. Вяжем еще 4 столбика без накида. Всего их должно быть 5. Провязали. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание.
Вяжем 5 столбиков без накида, воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем одну убавку, 1 столбик без накида, 1 убавка, воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем одну убавку, 1 столбик без накида, воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем одну убавку. Провязали, рабочую нить не отрезаем. Далее сделаем обвязку по всему краю силуэта котика столбиками без накида. Вяжем хвостик. Берем плюшевую пряжу в цвет силуэта котика, основной крючок и набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем так до длины 16 сантиметров. Вяжем 2 столбика без накида плюс 1 воздушная петля. Вяжем так, чтобы у нас длина нашего полотна вязания получилась 16 сантиметров. Провязали. Далее сделаем обвязку по всему краю хвостика и при этом придадим изогнутую, слегка такую изогнутую форму хвостику. Будет 2 хвостика, и 2 хвостика, они будут смотреть в разные стороны. То есть вот один хвостик я уже связала полностью. Вот эта нижняя часть хвостика, она будет прилегать к туловищу, а вот эта часть, она будет свободна от туловища. И у одного котика вот эта часть будет в эту сторону смотреть, а у другого котика вот эта вот часть будет изогнута в эту сторону. То есть вот таким вот образом. Это я показала изнаночной стороной этой хвостика, но мы свяжем так, чтобы второго котика, вот лицевая сторона, была изогнута в эту сторону. Итак, что мы делаем? Для начала вот эту вот часть, вот эту сторону мы полностью провяжем столбиками без накида. Равномерно провяжем столбики без накида, сделаем обвязку по этому краю. И дальше я покажу, что нам нужно сделать для того, чтобы хвостик принял изогнутую форму. Итак, один край хвостика я обвязала полностью столбиками без накида. Теперь здесь будем заворачивать. Здесь также мы провяжем столбики без накида, только здесь мы провяжем за стеночки. Так как это у нас было начало вязания, здесь у нас остались стеночки петель. Итак, за одну стеночку петли вяжу один столбик без накида. И за вторую стеночку вяжу второй столбик без накида. Сейчас свяжем второй хвостик, то есть его вот эта часть будет смотреть в другую сторону, отлично от этой. Итак, далее, что мы делаем? Здесь мы начнем вязать 6 убавок подряд. Завели крючок, протянули рабочую нить, далее на таком же расстоянии заводим крючок в полотно вязания, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Делаем вторую убавку. Протянули рабочие нити, провязали 3 петли. Ой, зачем я делаю накид? Далее делаем третью убавку. Также делаем четвертую убавку. Всего нам нужно сделать 6 убавок. Пятая убавка. И шестая убавка.
Провязали и дальше уже до конца ряда, и вот здесь еще заворачиваем, вяжем столбики без накида, без всяких уже убавочек. И теперь я вам покажу, что у нас получилось. И вот что у нас получается. Этот хвостик смотрит в эту сторону, этот хвостик смотрит в другую сторону. Итак, а теперь я вам покажу, как связать, где нам сделать убавки хвостику, чтобы он смотрел вот в эту сторону. Распускаю эти убавочки. Так, где у нас? Вот она. Здесь мы также делаем обвязку столбиками без накида. Заворачиваем тут двумя столбиками без накида. Далее здесь мы продолжаем вязать обвязку из столбиков без накида. Вяжем до тех пор, чтобы вот на этом конце у нас осталось вязание на 12 столбиков без накида. На этой части мы провяжем 6 убавок, и тогда у нас хвостик завернется в эту сторону. Итак, я довязала, оставив часть там, где я буду вязать убавки. Как я высчитываю эту часть? Высчитываю по вот этим вот выступам по краю и углублению. У меня как бы идет вот таким небольшим зигзагом край. И то есть выступ это 1, углубление 2, выступ 3, углубление 4 и так далее. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все. И теперь здесь я буду вязать 6 убавок подряд, протягивая рабочую нить и провязывая 3 петли вместе, которые образуются на крючке. Провязали 6 убавок. Далее на этом крае у нас 2 петли. В первую петлю вяжем столбик без накида, а во вторую петлю, можно это сделать и даже лучше это сделать крючком меньшего размера, во вторую петлю провяжем соединительную петлю. Рабочую нить протягиваем и отрезаем. Я отрезать не буду, потому что я сейчас перевяжу, чтобы сделать хвостик, который будет смотреть в левую сторону. Далее к одному из квадратов наволочки пришиваем силуэты котиков. Я это уже сделала за кадром. Здесь ничего сложного нет, вы без меня тоже с этим справитесь. Просто сейчас расскажу некоторые нюансы. Располагаем силуэты котиков так, чтобы сверху у нас оставались свободные 4 ряда, и снизу такое же количество рядов оставалось свободным. По краям мы тоже смотрим, чтобы было одинаковое количество столбиков, чтобы все было симметрично. Когда прикладываем силуэт котика к наволочке, то вот эта вот часть туловища, она у нас плоская и плотно прилегает к наволочке. Голова котика, силуэта котика, по краям вот этим она плотно прилегает к наволочке, а вот эта вот часть, она имеет воздушное пространство, так как мы вязали и делали прибавки в середине вязания, за счет этого вязание у нас получилось выпуклым. Поэтому, когда будете прикладывать, эта часть будет полностью прилегать к наволочке, а вот эта часть будет с воздушным пространством. Это так и должно быть. И это воздушное пространство будет хорошо для того, чтобы наполнить голову игрушки наполнителем. Но даже туловище, несмотря на то, что оно плоское и при пришивании оно плотно прилегает к наволочке, для наполнителя все равно будет место, так как наполняем не сильно плотно. Вот посмотрите, у меня совсем вот там немного наполнителя, оно такое все мягенькое. Пришивала я швейной иглой с большим ушком и хлопковой пряжи. У меня была вот такая вот пряжа, она скручена из 4 нитей. Я ее расслоила на 2 равные части, и вот из 2 нитей вот такой вот нитью я пришивала, захватывая петлю на силуэте котика, вот крайнюю петлю, там, где мы делали обвязку, и столбик на наволочке. Но столбик я также как бы вводила иглу не за столбик, а в серединку столбика, захватывая, старалась захватывать не одну стеночку столбика, а 2 стеночки столбика, и вот таким образом полностью по контуру пришила. И мне хватило на один силуэт непрерывной нити длиною 1 метр. Вот. Отдельно пришивала хвостик отдельной нитью.
Хвостик, как я пришивала хвостик. Выложила его вот таким вот образом. Плотно здесь пришивала к туловищу. Тоже на одной линии здесь по низу, а потом слегка заворачивала. Завернула вот такой дугой. Здесь я прошила. И вот эту вот сторону я шла вот как бы, получается, слева направо. И вот эту сторону я старалась слегка вот так вот подтолкнуть к этой вот части немножечко, для того, чтобы внутри хвостика образовалось воздушное пространство. Хвостик наполнителем я не наполняла, оно и не нужно, а просто вот так вот эту сторону подтолкнула, чтобы хвостик был таким немного выпуклым. И все. И как это выглядит с обратной стороны? Вот, несмотря на то, что пряжа это темно-коричневого цвета, ее совсем не видно с внутренней стороны. Оно все хорошо утопает в этих столбиках. И привязала в виде ошейничков для котиков вот такие вот прорезиненные золотистые шнурочки. Конечно, хотелось бы и стразики, но так как я эту подушечку буду дарить подружке, подружкиным деткам, вот, и они, естественно, будут на ней лежать, поэтому стразиками могут пораниться. А так, если дома деток нету, и если это вяжется игрушка так вот для интерьера, ой, то есть подушка, это будет интерьерный, то, конечно, можно и украсить, добавить разные стразики, бусинки, еще что-либо. И после того, как силуэты котиков пришиты к наволочке, берем 2 квадрата наволочки, прикладываем ровненько друг к другу, берем швейную иглу с большим ушком, основную пряжу и делаем присоединение, подхватывая петлю на одном квадрате и подхватывая петлю на втором квадрате. И просто вот так вот все аккуратненько сшиваем каждые петельки, которые находятся друг напротив друга. И в процессе сшивания двух частей наволочки не забудем вовнутрь наволочки вставить подушку. Подушку я шила самостоятельно, приложила ткани. Этой ткани то я взяла из сумки, которую дают, когда покупаешь одежду в магазинах. Вот, и с серединной части я просто приложила 1 квадрат наволочки и вот так вот по контуру вырезала. Сшила я ее не на машинке, а просто обычной иглой, ниточкой просто наживулила, потом вывернула на другую сторону, наполнила наполнителем, и вот такая вот подушечка у меня получилась. Сейчас я замерю, какой размер. И получается она у меня со сторонами 33 сантиметра. 33 на 33. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, подушка с силуэтами котиков полностью готова. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!